тот день тайга была особенно суровой. Мороз стоял такой, что воздух, казалось, звенел от напряжения, а перемерзшие стволы деревьев стреляли, как пушечные выстрелы. Михалыч, потомственный лесоруб с 40-летним стажем, не привык жаловаться на погоду. Он знал этот лес как свои 5 пальцев. Ему нужно было выполнить план, и его целью стал старый, мощный кедр, стоявший на краю оврага. Он подошел к дереву, поправил шапку, сплюнул на снег и дернул стартер своей тяжелой бензопилы. Мотор взревел, нарушая вековую тишину. Михалыч уже занес полотно пилы над стволом, когда краем глаза заметил движение. Сверху, с нижних веток, прямо перед ним спрыгнула тень. Это была рысь. Огромная дикая кошка с кисточками на ушах и глазами, полными холодного, убийственного огня. Обычно эти звери — призраки леса. Они слышат человека за километры и уходят. Но это не ушла. Она встала между Михалычем и деревом, выгнула спину и издала такой шипящий рык, что у бывалого мужика мороз пошел по коже. «А ну пшла, пшла отсюда!» — гаркнул Михалыч, газуя пилой, надеясь напугать зверя шумом. Но рысь не дрогнула. Она скалила зубы, прижимала уши, но не отступала ни на шаг. Она была готова броситься на вращающуюся цепь пилы. Михалыч разозлился. Время шло. «Бешеная, что ли?» — подумал он. Он заглушил пилу и потянулся к поясу за топором. В тайге закон прост: или ты, или тебя. Если зверь не боится человека, значит он болен и опасен. Он сделал шаг вперед, замахнувшись. Рысь сжалась в пружину, готовая к последнему прыжку. И в этот момент, в наступившей тишине, Михалыч услышал это. Тонкий, едва слышный писк. Жалобный, полный боли. Лесоруб замер. Он посмотрел не на рысь, а туда, что было за ней. В переплетении мощных корней кедра в глубоком снегу. Топор выпал из его рук. Там в корнях лежал крошечный рысенок. Его задняя лапа намертво застряла в расщелине ствола, придавленная упавшим тяжелым суком. Он бился, пытаясь освободиться, но только сильнее сдирал кожу. Мать-рысь не могла ему помочь. У нее нет рук, чтобы поднять бревно. Она могла только одно — встать грудью перед железным монстром, который пришел убить их убежище. Она защищала не дерево. Она защищала свое дитя, зная, что идет на верную смерть против человека с пилой. У Михалыча, сурового мужика, который не плакал даже на похоронах, защипало в глазах. Он понял, что секунду назад чуть не убил мать, совершающую подвиг. «Тише, тише, мать! Я понял», — прошептал он дрожащим голосом. Он медленно отложил пилу в сторону. Рысь следила за каждым его движением, не расслабляя мышц. Михалыч снял толстую рукавицу и достал из рюкзака бутерброд с салом. Кинул его в сторону, чтобы отвлечь зверя. Рысь не посмотрела на еду. Тогда он взял длинную, крепкую вагу, толстую палку, и медленно подошел к корням, стараясь не смотреть зверю в глаза. Это был момент истины. Если она прыгнет, он труп. Но она отошла на шаг. Чуть-чуть. Она почувствовала, что убийца превратился в спасителя. Михалыч поддел тяжелый сук вагой. «Давай, малыш, давай!» — кряхтел он. Бревно подалось. Рысенок, почувствовав свободу, тут же юркнул под брюхом матери. Рысь на секунду задержалась. Она посмотрела на человека долгим, умным, совсем не звериным взглядом. В этом взгляде не было благодарности, но было признание силы и равного права на жизнь. Она издала короткий звук, похожий на мурлыканье, развернулась и растворилась в чаще вместе с детенышем. Михалыч так и остался стоять у неспиленного кедра. Он вытер рукавом мокрое лицо, посмотрел на свою пилу, потом на дерево. «Живи», — сказал он кедру, — «ты сегодня чей-то дом спас». И пошел искать другое дерево, подальше от этого места. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.